Вот такой аппетитный ужин я сегодня приготовил. Фрикадельки в сметанно-томатном соусе и картофельное пюре. А если вы желаете узнать, как это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить ужин. И сегодня на ужин я решил сделать в качестве гарнира картофельное пюре. И я показывать не буду, как делать картофельное пюре. Я всегда делаю одним и тем же способом. И у меня уже полно видео на канале, как это делаю. Всегда делаю одним и тем же способом. Картошка вареная, добавляю туда холодные сливки, масло, перец и соль. А ваше внимание сегодня хочу уделить, как я буду делать фрикадельки в сметанном соусе. Это обалденно вкусно. Конечно, займет немножко времени, а результат будет восхитительный. А чтобы время терять, давайте покажу, что и как я буду делать. Может быть, я вам подкину идею сделать то же самое, если вы давно такое не делали, или, может быть, вы что-то новое себе найдете в этом видео. Так что пойдем. Итак, картошку я уже вычистил, вымыл, она уже в воде стоит, накрываем и отправляем на плитку. Итак, здесь я возьму миску, сюда добавляю 250 говяжьего фарша, 250 свиного фарша, добавляю одно яйцо, здесь у меня уже замоченный в молоке хлеб. Сейчас я отцежу это все. Сюда добавляю молотый белый перец, молотый. Порошок чеснока. Одну луковицу я уже пропустил через блендер, чтобы время не терять. Вот так. И начинаем замешивать. Рука у меня чистая. Забыли добавить соль. Так что добавляем сейчас соль. Примерно 1 чайная ложка. Вовремя вспомнил я. Так, теперь дадим фаршу минут 5 так отдохнуть, а мы приготовим посудину и включим духовку. Итак, здесь я взял форму. Сейчас мы попрыскаем маслом. И буду пользоваться ложкой, чтобы примерно одного размера фрикадельки получались. Конечно, сейчас же в первую очередь надо намочить наши руки. Беру ложкой, примерно вот так, примерно. И такая фрикаделька, и ложим сразу же в форму. Итак, наши фрикадельки мы сделали. Отправлю 180 градусов примерно на полчаса. А тем временем мы сделаем наш соус. Еще перед этим отправлю. Сейчас я еще маслом сверху попрыскаю, чтобы не высыхали они сверху. Так. А мы займемся соусом. А все, что понадобится мне для соуса, здесь я приготовил на столе. Я буду пользоваться растворимой основой, то есть я не буду пользоваться мукою. Это основа для соусов, которую добавляют в горячую жидкость. И в основном это заменит мне муку. Так что мне муку жарить не надо. Для этого соуса мне понадобится
пол-литра бульона куриного. Сейчас я разведу куриный бульон. И как это растворится, то мы это отправим на сковородку. Так получилось, что последние пару дней я очень много выпекал и всю муку израсходовал. А потом подумал, мне же на соус делать, потом вспомнил, мне же растворимая основа есть вот такая, которая постоянно пользовался раньше, пока я стал делать кулинарный канал, что я вам показывал, как я соусы делаю с начала до конца. Здесь моя любимая сковородка. И сюда выливаем куриный бульон. Включаю газ и добавлю сюда теперь основу соуса. Я думаю, наверное, ложки 3-4 пойдет. Ну, и размешаем как следует. Она сейчас растворится и загустеет все это у нас. Теперь я добавляю сметану. Размешаем как следует. Чтобы сметана хорошо перемешалась с соусом, иначе сметана у нас начнет отделяться, потому что это кислый продукт. А теперь я сюда добавлю перец. Солить я не солю, потому что у нас куриный бульон соленый. И сюда добавлю сегодня чуть-чуть томатной пасты. Примерно так. Чтобы томатная паста хорошо у нас растворилась. Если будет очень густой, то я могу добавить сюда еще кипяченую горячую воду. Я надеюсь, что нам этого не понадобится. И как у нас фрикадельки выйдут с духовки, мы перенесем сразу же в этот соус. Так, сейчас я попробую на вкус. Получилось обалденно вкусно. Теперь я выключаю газ. Потому что как фрикадельки мы перенесем сюда, мы опять включим все это и перекипятим. Накрываю и ждем приготовления наших фрикаделек. Итак, фрикадельки у меня прожарились в духовке, смотрите, какая прелесть. И теперь все я переложу вот сюда в соус и перекипятим минут 5-10. И на этом у нас соус с фрикадельками будет готовый. Включаем газ. Чтобы они как следует все перемешались. Накроем. И пускай минут 5-10 так они у нас перекипятятся. А мы ждем, как картошка у нас сварится. Ну, вот такой финальный результат получился. Картошное пюре я показывать не стал, как делаю, потому что у меня много видео уже есть. Я в начале видео сказал, как я делаю. Фрикадельки, жареные в духовке, в томатно-сметанном соусе. И еще порезал немножко вареную свеклу. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить на обед или на ужин.
То, что я сделал, получилось обалденно вкусно. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое или что-то наподобие такого. А я на этой ноте заканчиваю это видео. Моя семья садится теперь за ужин. А вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.